Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, и я продолжаю с вами делиться моим опытом освоения редактора DaVinci Resolve. Я использую 17-ю версию, и у меня возник такой вопрос относительно того, как сохранить композицию во вкладке Edit, таким образом, чтобы ее можно было использовать в других проектах. Иногда мы пытаемся использовать во вкладке Edit разные элементы, которые можно применять в DaVinci Resolve. Это и титры, и переходы, и сплошной цвет, и разного рода генераторы. И порой хочется это сохранить, чтобы перенести в другой проект. И сегодня я вам расскажу, как это сделать. Мы будем работать с композицией во вкладке Edit, а также будем работать с бинами или с корзинами, которые есть в DaVinci Resolve. Переходим в DaVinci, друзья, и создаем новый проект. Давайте назовем его «Сохранение композиции во вкладке Edit». Здесь у меня сейчас будет заготовлено несколько файлов для этой композиции. Я перехожу во вкладку «Медиатека», нахожу для себя какие-то файлы, скажем так, файл с музыкой, допустим, пригодится мне. Теперь я, допустим, найду еще какой-нибудь файл здесь для того, чтобы его можно было использовать. Скажем так, давайте посмотрим, к примеру, давайте вот возьмем. Я не претендую на какую-то художественную креативность в этом ролике, просто хочу показать, как сохранить композицию и использовать ее в дальнейших роликах. Перехожу во вкладку «Монтаж», ставлю эту композицию вот сюда на тайм-линию, добавляю музыку. Также, скажем так, музыку можно немножко вот здесь вырезать. Давайте звук ее немножко уменьшим, чтобы было не так громко. Скажем, у нас будет такая композиция. Давайте сюда добавим еще титры. Например, какие-нибудь красивые титры найдем. Давайте напишем просто «Мой блог». И теперь, можно, может быть, сюда еще какой-то переход добавить. Но мы не будем добавлять. Скажем, как нам ее сохранить для того, чтобы перенести в другой наш проект, скажем так. Для этого мы возьмем и объединим все эти файлы в один клип. Кликаем правой кнопкой мыши и кликаем «Создать новый объединенный клип». Назовем этот клип «Интро». Кликаем «Создать». Вот он у нас создался здесь, и он появился вот здесь у нас в медиатеке. Теперь, как его сохранить? Для того, чтобы его сохранить, его нужно поместить в Power Bins, то есть в Power ящик. Но эти клипы не всегда можно поместить в Power ящик, поэтому я покажу вам сейчас, как это можно сделать. Вот смотрите, раз, не переносится прямо напрямую, как другие виды клипов, которые есть в DaVinci, с которыми мы можем работать. Кликаем ОК, кликаем на правую кнопку мыши и создаем новый ящик, например. Итак, что нам надо сделать? Нам надо экспортировать этот ящик. Я кликаю правой кнопкой мыши и здесь выбираю «Экспортировать ящик». Этот ящик уже имеет имя, но я могу его переименовать. Назову его «Интро». И поместить в какую-то папку. Например,
где я работаю со своими проектами, скажем так. Ну вот, это будет у меня папка моя, и я здесь сохраняю. Таким образом, этот ящик я сохранил. Теперь я выхожу из DaVinci. Теперь я беру, заново запускаю DaVinci. Вот DaVinci загрузился, я создаю новый проект. Можно его каким-то образом назвать, но мы не будем сейчас называть. Переходим в DaVinci, переходим во вкладку «Монтаж». Кликаем на файл. И здесь есть импортировать. Импортировать написано bin. Я нажимаю импортировать bin. И вот этот ящик у меня здесь сразу показывается. Я на него кликаю. Открыть. И вот таким образом вот этот ящик у меня есть. Я его открываю. И вот этот клип я просто помещаю на тайм-линию. Вот он у меня здесь сохранился так, как я хотел. Другими словами, все, что я создал, оно было перенесено в другой проект. И музыка вот здесь, и также мои титры, и все остальное. Кроме этого, я могу это дело распаковать, кликнув на правую клавишу мыши. И вот здесь где-то должно быть это все, разложить на месте. Вот. И добавить сюда еще какие-то элементы, которые мне надо. Ну, перенести сюда что-то, например, какой-нибудь, скажем так, из генераторов сплошной цвет. Вот, я его сюда добавлю. Поменяю здесь цвет. Это у меня здесь цвет. Уменьшу вот таким образом. Сделаю его более непрозрачным. Ну, скажем так. Вот таким образом мы сделали нашу композицию. И мы можем ее теперь опять объединить в объединенный клип. Сделать уже новый объединенный клип, измененный. Например, интро 2, да? И таким же образом его сохранить для другого проекта. Итак, друзья, если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии и до встречи в новых видео по DaVinci Resolve.